Всем добрый день, доброе утро, ребята, привет! Привет из Германии. Буквально вчера заехал. Начинается моя, по-моему, 18-я каденция. Как вы знаете, я считаю себя новичком. Работаю в дальнобое чуть более 3 лет. Начал работать в дальнобое 55 лет. Подписчики знают об этом, но может быть кто-то впервые на канале. Еще раз всем здрасте. Хочу еще раз извиниться, что прошлая каденция была столько коротка, потому что у меня были проблемы со звуком. Сначала у меня навернулся видеорегистратор, потом что-то с камерой стало. Короче, у меня прошлая каденция прошла такая, знаете, борьба с медиаресурсами со своими. Не знаю, сейчас вроде подключил камеру, проверил, вроде все в порядке. И, кстати, сейчас посмотрю, а что у меня там с этим самым, пишет или не пишет сейчас. Сейчас заодно вот буду проверять звук. Я его как бы проверил. Ну, у меня там, оказывается, трещинка пошла в районе этого самого микрофона. Да, может быть, она влияла, может, когда вибрация что-то плохо было, но мне совершенно не нравилось. Качество звука, мне было стыдно за то, что я там записал пару видосов. Так что прошу прощения. Ну, вообще, конечно, стыд. Потому что, в принципе, на каналах YouTube очень важно даже не качество, а именно видео, я имею в виду, а именно качество звука. Ну, решаю эту проблему, надеюсь, что все будет в порядке. И со звуком, и с видеорегистратором. Видеорегистратор я купил дешевый тогда за 17 евросов в Германии, в Лидле. Ой, не в Лидле, Family. Фамилия, да, в магазине, но он двухкамерный, типа вперед-назад, качество тоже, хоть пишет Full HD видео, но, ребята, это вы сами видели там на предпоследнем видео по 17-й каденции, сравнить с моим качеством видео, которое было до этого, это вообще день и ночь. Ну, я пока его оставляю, этот регистратор, вот так он выглядит, как бы. Сейчас даже запущу его. Он включается. Это Tech Max, да. Так вроде ничего. Менюшка удобнее, чем там была. Вот камера, если видно, это которая поворачивается, на меня смотрит, вторая туда смотрит. Если туда его повернуть, будет кверх ногами. Ну и самое отвратное, помимо качества, в том, что карта более 32 гигабайтов она уже не поддерживает. А что такое 32 гигабайта для нормального качества? Это час видео. Ну вот. И при этом оно снимает, по-моему, сразу в оба формата, и вперед, и назад. То есть укорачивается качество видения. И качество видения, и количество файлов. То есть, если там у меня стояло конкретное, там 128, то есть я мог целый день писать, то здесь не могу целый день писать. Ну вот, и заказал себе в магазине, будучи там в одной из моих любимых стран, а именно в Беларуси, заказал себе вот такой видеорегистратор. Вот так он выглядит. Пишет 4К. Единственное, мне в нем не нравится присоска, да, нету присоски, это типа на 3М скотче, да, то есть надо отрывать, хотя здесь в нем присутствует набор, да, этот пластиковая такая фишечка такая, ну как полиэтиленовая, да, и к ней прилеплять, но мне это не особо нравится, я люблю, чтобы было на присоске все-таки, ну не было качественного такого регистратора за приемлемую цену, потому что платить большие деньги тоже не особо хочется. Ну что здесь? Он до 128 гигабайт поддержка, по-моему, качества, 3К. Пишет 3К, и все управление идет через Wi-Fi на телефон. Вот. Менюшки здесь никакой нету, только дисплей. Вот так. Ну, я еще купил с фильтром, да, как он там назывался, РВЦ, по-моему, фильтр, я уже забыл, я в этих раньше шарил. Так он так одевается, это чтобы бликов не было. Подкручиваешь и смотришь качество, чтобы бликов не было на съемке.
На том у меня тоже был этот, по-моему, РЛЦ он называется, фильтр. Я уже не помню. Просто есть два варианта. Один с фильтром, другой без фильтра приходит. И причем фильтр отдельно купить нельзя. Вот, попробовал я его там в Беларуси. Мне понравилось вроде качество. Звук похуже, но приемлемый. Но еще ни разу не подключал, поэтому надеюсь, вот сегодня подключу, придумаю как. Не хочется мне лепить на окно его. Вот так, да, типа. Потом отлеплять. Набора у меня 3 эмок пока нету. Надо будет прикупить. И тогда уже... Ну, либо придумаю что-то типа временно на такую пластиковую карточку приклею, а ее поставлю на липучку. Может будет нормально. Ну, не знаю, какая будет вибрация. А может быть и поставлю сюда. Но единственное, если бы я знал, что я останусь на этой машине, то я, наверное, и прилепил бы его. Но поскольку, это чуть позже расскажу, да. Вот. Думаю, как сделать так, чтобы потом прилепить его туда, куда надо. Кстати, в набор к этой камере еще идет, вы знаете, у нее есть функция, тут гнездо, что можно подключить камеру заднего вида. Понимаете? Из заднего вида качество тоже нормальное. Так, что у нас там в коробке есть. Ну, этот шнур питания. Кстати, питание у него уже Type-C, а не, как мы привыкли, на USB, да, этот, как он там, микро-USB, или как он там назывался, мини-USB. Я уже не помню. Такие, знаете, которые трапециевидные соединители. Да что ж такое-то? То есть, как бы скоростное, но провод не такой, как бы стандартный, разъем сразу в этот самый, в прикуриватель, грубо говоря. Надо выключить. Пока выключим. Прикуриватель и, да, Type-C подключается. С одной стороны, и гнездышко есть вот такая вот камера, такая вот маленькая камера, но она тоже кверх ногами снимает. И ее можно поставить и в кабине, но она шнур длинный, по-моему, 5, сколько метров там, кстати, шнур, я что-то не помню, не написано, но, по-моему, 5 метров шнур в ней. И да, и карта памяти была, по-моему, 64 гигабайта, тоже липучка. И вот набор для 3-емки, да, вот такая пластиковая штучка, которая наклеится на окно, и потом можно аккуратно снять, не надо будет там царапать стекло. Ну, не знаю, с этой штукой, может быть, я как-нибудь и что-нибудь куда-нибудь примощу, но я думаю, что не в этой машине, а уже в другой. Почему об этом сейчас расскажу. Ой, спасибо большое. Чихнул. Итак, в нашей фирме некоторые изменения. Ушел один из водителей, который у нас сидел на другой машине Volvo. Она более новее, чем моя. И, как ожидалось, шеф предложил мне следующую каденцию. Я, наверное, перейду на ту машину. Ну, конечно, но новее-то она новее, знаете, но... Короче, надо ее чистить изнутри конкретно. Вы сами понимаете, кто сталкивался, когда сменщик оставлял машину в таком состоянии, что надо будет 3-4 часа потратить на уборку. Хотя я никогда не ною, потому что в любом случае я, неважно, меняю я как машину на другую, кто-то придет вместо меня, или я ухожу в отпуск, в любом случае я вычищаю, вымываю машину, да, потому что приятно прийти из отпуска и сесть на чистую машину. И когда я прихожу на машину, даже после того, как я ее помыл, кабину, я все равно ее заново промываю от пыли, прочищаю. И тем более иногда у нас шеф ездит на наших машинах. Но там человек
ветеран дальнобоя, но скажу так вам, свинья, блин, наставил в таком состоянии машины, чего там только нету, блин, и макароны, и, ну, короче, все, ребята, вы понимаете, мне аж, фу, блин, противно. Я залез в нее в машину, она как бы новее, но вид у нее, ну, надо привести, короче, в порядок, и чтобы нормально работать. Поэтому я пока стационарно его ставить не буду, прикреплю как бы временно, а потом уже определимся. Перейду я, не перейду. У нас на фирме, кстати, нужен водитель. Я там с одним парнем связался, вроде будет у него есть желание перейти на нашу фирму, но это будет все равно не раньше того, как я закончу эту каденцию, либо в конце февраля, либо в начале марта. А сейчас, напомню, январь, потому что вот сейчас буквально я в пятницу, я обычно даты не говорю, но вот сейчас скажу, что в пятницу, как это было, 10 числа я стартанул. Вчера зашел вечером в Германию, проехал 50 километров здесь от Франкфурта на Одере и встал. Знаете, я вот очередной раз сталкиваюсь с ситуацией, ладно, там понедельник, я понимаю, там вы сами знаете, кто ходит через Одер, там коллапс такой стоит, что мама не горюй. Но вчера была пятница, вроде машин мало, но эти лазутчики польские, они реально всех уже бесят. Ну, блин, нет уже такой большой очереди. Что ты не можешь стать в очередь? Нет, ты идешь слева. Все равно лезут слева. Но елки-палки, ты кого обгоняешь? Ты не легковые машины обгоняешь, ты обгоняешь своих коллег. И что не машина, все польский номер, польский номер, польский номер, польский номер. Ну, вот реально это все выбешивает, потому что в итоге они проскакивают там до моста, даже до середины моста и залезает. Именно они организовывают эту пробку. Как понять это нельзя? Знаете, когда я вот стоял на границе Латвия, Беларусь, я часто в Белоруссию езжу, там у меня дом, я его реставрирую. Бабушкин, супруги, у меня супруга, у нее бабушка умерла, и мы этот дом реставрируем, восстанавливаем. Так вот, есть разница прохода границы Латвия, Беларусь и Литва, Беларусь. Ребята, разница очень большая. На латвийской, белорусской границе никто не лезет вперед, доказывая, что там какой-то красный или зеленый коридор, потому что все понимают, что коридор коридором, но на нейтралке ты создаешь очередь. В Литве же стоят 200 машин, а слева, блин, обязательно проезжают польский или литовский водитель. Обязательно, блин. Там как с ними не борются, но все равно они там лезут. И вот такая же ситуация. И вот эти вот водители, которые лезут, которые там заезжают, они создают вот эту очередь, причем огромнейшую очередь. Ну, ребята там, кто стоял на границе, они борются с этим. И я сам с этим боролся в свое время. И даже на латвийской границе, я вам скажу, последний раз я ехал перед Новым годом в Белоруссию, создалась такая же ситуация. Вдруг откуда-то не возьмись, начали туда заезжать с латвийской стороны на белорусскую, литовские и польские водители. Но этот вариант, который у них проходит в районе Шалчининкяя, да, там на Бениконе, у нас в Латвии он не прошел, потому что водители сразу сконсолидировались, ну, кто стоял в очереди, и не пропускали, выгоняли, не пропускали, вызывали полицию, короче, блин, не прошел в них и не пройдет там никогда. Это вам не Литва, где вы там можете там, типа, блин, мы хозяева, мы типа в кафе там или еще куда-то. В Латвии это не проходило. Единственное, там пропускали инвалидов с маленькими детьми и реально кто, ну, знаете, похороны там и такие вещи, когда нужно, ну, по-человечески пропустить. А этих же всех разворачивали, что как они там не хитрили, мы тут стояли, да, конечно, стояли, тут люди уже по 100 человек друг друга знают, и кто когда стоял. Единственный был там вариант, что подъехали немцы, русскоговорящие, и мы их не пропускали, он подошел ко мне, поскольку я могу говорить по-английски, мы поговорили, он мне показал, что они ехали, но у них с собой было 6000 евро, а это как бы запрещено вообще евро возить, их развернули просто
Просто развернули обратно, сказали, идите, ищите банк, кладите деньги. Это был уже вечер, они приехали в банк там в Латвии, а у них карточки немецкие, банк эти деньги не может принимать, то ли там большой процент. В итоге они только утром обменяли в валютнике эти деньги, потеряли, по-моему, 400 евросов. И приехали и показывают, что да, они тут стояли, вот фотографии эти все, документы показывают, где мы уже печати там поставили. Ну и, короче, ну мы их пропустили. И был второй вариант, когда водители, ну, люди ехали с собаками и не знали, потому что с Европы, что теперь должны быть титры, то есть анализ крови животного на антитела от бешенства. И если их не будет, тебя обратно в Латвию, в Европу, в Латвию, Литву, Польшу не запустят. Тоже они уехали, нашли там, кому там сдать собаку, то ли гостиницу они нашли, ну их вернули, но это еще было до меня, я просто читал по телеграм-каналу, и, ну, им пропустили в очередь, вне очереди, так скажем. Ну ладно, и вот такая же ситуация вот на этой польской границе, только здесь уже борзеют чисто поляки, ну просто реально это борзеют. Я человек, ну, такой пропущу всегда, но вот это просто бесит, когда ты стоишь, там было 2 километра мы стояли в итоге, и я скажу вам, машин 50, наверное, прошло по левой полосе, там, где, в принципе, уже обгон запрещен, но они идут. Ну ладно, это на их совести, я думаю, что многих это бесит, вот эта фигня, потому что мы все понимаем, что именно вот эти проходящие слева машины, они как раз создают эту пробку. Это так же самое, например, вы идете, полоса разгона, да, заезжает легковая машина и сразу устраивается в ряд. Зачем сразу устраиваться в ряд? Иди до конца, потому что ты здесь строишься в ряд, а за тобой остальные тоже будут ехать чуть-чуть дальше тебя, опять в ряд, и опять в ряд, и опять в ряд, и в итоге ты шел, за тобой шло 10 машин легковых, а ты сразу зашел с полосы разгона, сразу зашел в полосу, и все, кто был за тобой, они окажутся впереди тебя. И это тоже создает очередь. Я, в принципе, пропускаю этих торопык, но обычно я показываю: ребята, езжайте дальше, вам же самим лучше, там залезете, ну, в конце полосы разгона. Они же вас, ну, короче, такая вот ситуация. Ну ладно, я заехал в Германию, сейчас встал, у меня выгрузка во вторник. И выгрузка во вторник с утра, и становлюсь на круги, как обычно, Дания, Германия, Швеция, возможно, Голландия и Бельгия. Вот, а сейчас я буду пробовать подключиться и показать вам, как работает на смартфоне эта программка. Так, что нам нужно? Нужно нам вот что просто подключить в прикуриватель. По-моему, там было у меня активный был, если я не забыл, какой-то из них был активным. Сейчас узнаю. Подождите, у меня же здесь есть. У меня же супер. Все правильно. У меня, спешл, который всегда работает. Главное, чтобы там питания ему хватило. Потому что там 5 вольт и 2 ампера. Сейчас посмотрим. О, ребята, видите, включился. Включается. И вот сразу меня вы видите, да? Здесь включается. С карточкой все в порядке. Надо вот так стоять вверх ногами. Да, вот это, конечно, неудобная штука. И куда-то поставить надо, чтобы она не рухнула. А поставлю-ка я на себя. Да? Вот так поставлю на себя. Приклеивать пока не буду. Просто чтобы меня снимало. Так. Теперь буду вам показывать то, что хотел показать. У меня вот камера сейчас. Подключена моя камера, моя Сонька. Сейчас мы отсюда выйдем. Да, надо выйти нам отсюда.
и подключиться к другой, к этой камере уже. Выберем подключение. Там по умолчанию вот кэш-шоп. Подключаем. Подключаем. Подключилось без подключения к интернету. Это понятно. Включаем навигатор. Вот включаем аппликацию. Моя камера. Вот. И здесь все настройки, видите. Вот теперь я в камере как бы. Вот мой регистратор. И главное, хороша. Ну, все управление идет через эту аппликацию, только выключение вот этой кнопочкой. Включаешь, выключаешь. Как бы поставить, чтобы она не рухнула. Не хочется, чтобы при первой установке она падала. О, стоит. Вот так стоит. Ну вот. Сейчас она как бы... Можно делать фотографии. Видите, сейчас вот камера, да? Чик. И фотка. Уходит файл туда. Можно сделать паузу сделаем. По новой начнем съемку. Файлы камеры. Вот здесь мы можем посмотреть, какие файлы есть. Видео, фото, G-сенсор. G-сенсор это как раз, если устанавливаете, он включен при ударах, при этом он включается. Ну, здесь парковка, это типа вот та камера, которая сзади. Маленькая включается. Ну вот, если посмотреть, что у нас тут покажет. Включается, и вот сразу меня вы видите, да? А что вверх ногами? Включается, с карточкой все в порядке, надо вот так стоять вверх ногами. Ну да. Да, вот это, конечно, неудобная штука. Вот как-то вот так. Поставить надо, чтобы она не рухнула. Можно скачать сразу на Wi-Fi. То есть у меня есть аппликация по моей этой Соньке, и теперь такая же примерно аппликация по этому регистратору. Время у меня установлено. Ну и здесь есть еще некие настройки, да. Сейчас мы зайдем в настройки. Какие тут настройки есть? Запись звука отключать, громкость динамика я отключаю, иначе вот это вот все там, типа началась запись, закончилась запись, это все слышно там. Качество звука 4К, параметры цикличной записи 1, 2, 3 минуты. У меня 3 минуты всегда стояло. Штамп времени, это чтобы на этом самом на видео было написано время, когда шла съемка. Обнаружение столкновения, это как раз вот этот G-сенсор. Выключить средний, низкий, высокий. То есть он начинает сразу включаться. Если что-то... Скорость записи. Таймлапс можно делать. Знаете, это как типа, когда ускоренная такая. Ну и дальше Wi-Fi. Пароль, имя Wi-Fi. Можно форматировать, можно сбросить. И версия прошивки, наверное, можно... апдейт делать. Но единственное, я заметил, я вот не понимаю, у меня стоит нижняя, это, как он, где там это было, столкновение, нижняя. Но я не заметил, что тут работает конденсатор, потому что столкновение, оно должно включаться даже в момент, вот машина стоит, он чиш, сразу включается. Хотя, может быть, здесь выключаешь, при столкновении он автоматически включается. Но тогда при выключенном зажигании он не включится. Но и заметил, что здесь нету конденсатора внутри, который типа выключает камеру там, в течение 5 секунд. Вот здесь в этом есть. То есть, например, вот смотрите, сейчас я включу камеру. Какая разница? Смотрите, видите? Она как бы заработала. Теперь я выключаю зажигание. Она не сразу гаснет. Она еще проходит, по-моему, 5 секунд. Вот я выключил, видите? Он говорит, сейчас выключусь. Проходит какое-то время, и вот только тогда он выключается, видите? Это значит, внутри стоит конденсатор. А на этом я заметил, что нету конденсатора, получается. Хотя вот поставим высокое, да?
Вот смотрите, я сейчас выключу, и он сразу погаснет. Видите, сразу гаснет. Как-то так. Значит, там конденсатора нету, значит, получается, там какой-то, может быть, аккумулятор, и он со временем, конечно, просядет. Так что вот так буду пробовать, потом оценим качество, надеюсь, все будет хорошо, и тогда все видео возобновлятся. Ну, на этом, ребята, все. Всем удачи, добра. Заходите на канал, подписывайтесь, смотрите видео. Думаю, все будет хорошо. Итак, начинаем 18-ю каденцию. Пока, ребята, и как всегда, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки, ребята. Пока.